А этот Швер, он был с 97-го. Он на 2 года моложе отца моего. Но они где-то примерно в одно время служили, наверное, да? Ну, служили они же тогда по 3 года, почти, там не поймешь сколько. Но были они где-то на русско-турецкой этой границе и дорогу строили. Андерлиния. Андертыркай. Андерлиния здесь, вот тут это недалеко от Волгограда. Тогда при царской власти, это мне потом франковские сказали, гороскопы там жили, старики были, тоже такого же возраста, как и отец. А дядя Саша был один, тоже такой деловой. Он говорит, диканца дальше служили тогда все за Кавказе. Немцы всех туда, они в армии в строевой не служили, а рабочий батальон, дорогу делали. Да все там они делали, и мосты, и все, как не поймешь. Это, наверное, где ты рассказывал, грузинская военная дорога? Да, грузинская. Вот. Но они говорили такая, а дорогу-то они делали в России. Ну, туда до Турции, наверное, переходили. А это, мне что-то поминается, что ты рассказывал, что Швер был, он же был в госпитале где-то, или в плену где-то. Он не говорил, что он где-то in the Turkey был? Только они не были, они только вот эту грузинскую, по-моему, турецкую, но там же потом море, они выходили на море и все дальше. А в плену он не был, в госпитале тоже не был, да? Нет, я что-то не помню. А что-то, Таня, я, может, уже и забыл. Ну, папа твой был ранен? А, ему камень, они же взрывали там эти скалы, и камень завязал над глазом. Так и остался. А просто ничего. А этот гороскоп, он год или на 2 моложе отца был. Ну, тоже там же служил. Он говорит, что вот, значит, полковая кухня, это, котел вышел со строя. И пришел начальник там, объявил, кто может лудить котел. Там они же ржавеют, эти чугунные. Как же кормить солдата, они отравятся? Ну, никого не нашли. А он сын кузнеца был. Это гороскоп? Да. Они тут под горой их дом стояли, теперь сломали. И говорит, я видел, папа иногда лудил самовары, чайники. А думаю, пойду. И, говорит, меня освободили от всех работ. И я лудил этот полковой конвой, это котел. И ему отпуск дали. Говорит, там 3 года служили, никому не давали. А вот что он котел наладил, и значит все. Ну, говорит, что все то это и точно. Где самое хреновое.